В этой цветочной композиции подставка основы в виде клетки сделана с нуля, и я покажу, как это сделать. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Из переплетного картона толщиной 2 мм строю фигуру, размеры которой показаны на экране. Такой картон хорошо режется острым канцелярским ножом. Вырезаю две одинаковые детали. Из этого же переплетного картона нарезаю 7 полосок шириной по 5 мм каждая. Полоски наклеиваю на основание, располагая их на одинаковом расстоянии друг от друга. Это расстояние примерно 2 см. И теперь склеиваю две заготовки, располагая наклеенные полоски между фигурами. Чтобы все хорошо склеилось, оставляю сохнуть под зажимами. Так как исходный размер листа картона был 30 на 30 см, а мне нужно получить длину заготовки 33 см, то буду ее удлинять. Для этого подклею кусочки картона. Их ширина равна 4 см каждый. Наклеиваю прямоугольники с двух сторон, заходя за край 1 см. Из пенополистирольной плиты толщиной 2 см вырезаю два прямоугольника размерами каждый 10 на 30 см. По центру вдоль я сразу провела линии, по которым в дальнейшем разрежу заготовки. Пока же намечаю и делаю на целой детали скругление углов. Радиус скругления 5 см. И вот теперь разрезаю деталь вдоль пополам. Точно так сделала и еще одну заготовку из пенополистирола. Склеиваю одну половину деталей между собой. Я здесь использовала горячий клей, но он немного расплавляет пенополистирол. Но это не так важно, так как место склеивания находится внутри и не видно снаружи. Теперь приклеиваю картонную заготовку, располагая по центру длины пенополистирольной детали основания. Так как картонная заготовка имеет некоторую толщину, то вклеиваю вставки из пенополистирола в основание. Их толщина должна быть равна толщине картонной заготовки. Это примерно 5-6 мм. Отрезаю лишнее вровень с основанием. И теперь приклеиваю вторую часть пенополистирольного основания. Получилось вот так. Из жесткого фетра вырезаю деталь, которая повторяет контуры низа основания. Фетровую деталь наклеиваю. Для того, чтобы сделать верхушку клетки, я использую две одинаковые фигурки из пластика и металлическое кольцо, которое для надежности закрепляю внутри фигурок с помощью тонкой ленточки и кусочков картона. Такие фигурки я делала сама с помощью специальных силиконовых форм и жидкого пластика, который застывает на воздухе. Как сделать подобные фигурки, вы можете посмотреть в моих предыдущих видео. Ссылки на них я оставлю в описании.
Оставляю под зажимами, чтобы все хорошо высохло и надежно склеилось. В итоге получилось вот так. А теперь закрашиваю все основание акриловой краской с нежным кремовым оттенком. Подставку основания буду декорировать пряжей из натуральной рафии. Это натуральное волокно из пальмовых листьев, из которого вяжут и плетут сумки, шляпы и другие подобные аксессуары. Вяжу крючком цепочку в 4 нити. Крючок у меня размером 8 мм. Связала цепочку длиной около 2 метров и пока ее не заканчиваю. При необходимости потом ее можно довязать или же распустить до нужного размера. Наклеиваю цепочку на основание, двигаясь по спирали. Горячий клей наношу не на полистирольное основание, а на рафию. В этом случае пенополистирол практически не плавится. Дойдя до конца ряда, плавно перехожу на другой ряд. Также плавно, не прерывая цепочки, перехожу и на горизонтальную плоскость основания. В конце немного распускаю цепочку до нужной длины и прячу конец под предыдущий ряд. Вот такое плетеное основание получилось. Акриловой краской с сильным золотым пигментом подкрашиваю края картонной части основания. Делаю это сухой кистью. Такой прием позволит создать небольшой эффект металлической поверхности, а также эффект состаривания. Если вам не нравится такая техника, то можно этого и не делать. Просто оставьте все однотонным. А у меня получилось вот так. Теперь приступаю к созданию цветочной композиции. В ней использую искусственные цветы и веточки. Эти из фоамирана и делала их сама, а эти покупала в магазинах. Как сделать цветы и листья из фоамирана и где покупала используемые в этой работе материалы, вы найдете по ссылкам в описании под этим видео. Собираю композицию и начинаю с больших листьев и цветов. Все элементы приклеиваю на термоклей. Если не хотите использовать клей, то можно закрепить каждый элемент на шпажке или твердую проволоку и втыкать их в основание под плетением из рафии. Как вы помните, оно из полистирола, который хорошо протыкается острыми предметами.
Кстати, такую композицию можно сделать и тематической к Пасхе. Достаточно использовать фигурки в виде птичек, яиц, гнездышек, зайчиков и тому подобного. Композиция готова, и можно было бы поставить на этом точку. Но я решила ввести дополнительный цветовой и фигурный элемент в виде вот таких кисточек с металлическими шапочками. Кисти делаю из хлопчатобумажных ниток. Наматываю на картонку, ширина которой 9,5 см. Намотку связываю с одной стороны, а с другой разрезаю и вклеиваю в концевик шапочку. Кисть подрезаю, чтобы получился ровный низ. Отрезаю нить длиной примерно 1,20 м. Складываю ее пополам и вдеваю в отверстие концевика шапочки. А теперь скручиваю два конца нити в одну сторону. При этом нитки будут между собой скручиваться в один шпагат. Получилась вот такая кисточка, и я сделала еще одну такую же. Концы кистей между собой связываю и просто свободно навешиваю их на верхнюю часть декоративной основы в виде клетки. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов. Это поможет в продвижении и ролика, и развитии канала. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.